Телефон зазвонил утром. Нотариус. «Тамара Ивановна, вам 18 миллионов от крестной». 18 миллионов? Вечером муж ворвался на кухню. «Слушай сюда, жадина, 9 миллионов отдашь моей матери прямо завтра, а не то на улицу выгоню». Свекровь стояла рядом. «Да-да, семья должна делиться, или ты эгоистка?» Я молчала. От того, что я им ответила, они застыли в ужасе. Давайте по порядку. Меня зовут Тамара Ивановна. Мне 58 лет. Я 35 лет работаю медсестрой в районной поликлинике. Когда я смотрю на свои руки, вечно в синяках от уколов и с содранным лаком, я думаю, вот так и прошла жизнь. Чужие капельницы, чужая температура, чужая кровь. И ни копейки своих денег, все по чужим нуждам. Мы с Олегом живем в обычной хрущевке. Его однушка, доставшаяся от его отца. Он любит повторять: «Квартира моя, запомни, Тамара, ты сюда вошла, когда я уже хозяином был». Я каждый раз киваю и молчу. Живу у него, ем его суп, пользуюсь его горячей водой. Так он говорит. Олег старше меня на 3 года. Бывший водитель автобуса. Сейчас на пенсии, подрабатывает иногда частным извозом. На словах хозяин дома, на деле маменькин сынок. Мамочка сказала, любит он начинать фразу. Мамочка считает, мамочка права. Мамочка – это Валентина Степановна, моя свекровь. В прошлом завуч школы, 83 года. Маленькая, сухонькая, но голос такой, что стены дрожат. Она живет в старой однушке, мечтает переехать поближе к центру, в нормальные условия. Каждые выходные одно и то же. Мы к ней или она к нам. И всегда разговоры про деньги. «Олег», — говорит она, гремя ложками по столу, — «ты должен думать о будущем. Эта твоя Тамара ничего не заработала. Пенсия у нее смешная. Что у нее есть? Ничего. А ты у меня один». Я сижу на краю стула, как школьница, и слушаю. «Мама, ну что ты?» – бурчит Олег, но не защищает. Никогда не защищает. Там же обычно появляется Сергей, брат Олега. 55, алкоголик. Вечно в мятой куртке, с красным лицом и дрожащими руками. Свекровь его жалеет. Он болеет, понимаешь? Болеет. Ему помочь надо, а не осуждать. Болезнь выражается в том, что каждый раз Сергей уводит у Олега или у свекрови по паре тысяч на лекарства. На самом деле на водку. Олег платит, ворчит, но платит. Потом дома на кухне вымещает злость на мне. «Если бы ты больше работала, я бы маме столько не отдавал. Пенсию ей подкинь, Сереже помоги. Мы семья или кто?» Я в такие моменты чувствую себя пустым стулом. Не человеком. Креслом, на которое можно свалить все. Единственный человек, рядом с которым я чувствовала себя нужной и любимой, это моя крестная, Мария Федоровна. Ей было 82, бездетная. Она жила в Подмосковье в 2 небольших квартирках, 35 и 40 квадратных метров. В молодости была бухгалтером, ее муж – директором завода. Они умели считать деньги, вкладывали в недвижимость еще в 90-е. Я ездила к ней каждые выходные, убиралась, готовила, приносила лекарства, измеряла давление. «Ты единственная, кто ко мне ездит», — говорила она, ставя на стол свой фирменный пирог с картошкой. «У меня тут родни, тьма тьмущая. Все вспоминают обо мне только 8 марта и на день рождения. А ты просто так приезжаешь. Спасибо тебе, доченька». Я улыбалась. «Ну что ты, крестная, ты же мне как мама». «Как мама я тебе не была», — отвечала она, «но человеком быть могу». Про деньги она никогда не говорила, я и не спрашивала. Единственное, что знала, она экономная, не бедная, но каждый рубль считает. Олег крестную не любил. «Чего ты к ней все время бегаешь?» – ворчал он. «Старая ведьма. Все нажила, а кому оставит? Церкви 100%. Таким, как мы, никто ничего не дает. Мы всю жизнь пашем и 0.
Она одна, тихо говорила я. Ей помощь нужна. Ей сиделка нужна за деньги, а ты у нее бесплатная дура. Эти слова больно резали, но я опять молчала. В тот день, когда все началось, было серое, сырое утро. Я поехала к Марии Федоровне с сумкой продуктов. Она открыла дверь не сразу, шла медленно, тяжело. «Ох, Тамарочка», — сказала она, опираясь на стену, — «что-то я все меньше стала». Я помогла ей дойти до кресла, сделала чай, померила давление. «Давление хорошее, сердце ровно», — сказала я. «А жить все равно устала», — вздохнула она. Помолчала и вдруг спросила. «Тамара, скажи честно, Олег к тебе хорошо относится?» Я застыла с кружкой в руке. «Нормально», — выдавила я. «Ну, как обычно». «Как обычно это как?» — она прищурилась. «Кричит, деньги отнимает, мать его тобой помыкает». Я отвела глаза. Она попала в точку. «Знаешь», — сказала она, — «я всю жизнь чужие цифры считала и видела, как за деньги люди звереют. Когда умер мой муж, все родственники как с цепи сорвались. Квартира, дача, вклады. И никто не спросил: «Мария, как ты?» Она посмотрела на меня внимательно, прямо в душу. «Обещай, что не дашь себя обобрать, если вдруг судьба к тебе повернется лицом». Я рассмеялась. «Крестная, какая судьба? Мне 58, я медсестра. Какая уж тут судьба?» Она только вздохнула и сказала тихо: «Помни мои слова, девочка». Через неделю ее не стало. Инсульт. Я держала ее руку в реанимации, когда она уходила. Тогда я еще не знала, что ее слова не просто разговор. Прошло несколько дней после похорон. Я ходила на работу как в тумане. Сил не было ни на что. И вот в то утро, о котором я уже рассказала в Хуке, позвонил нотариус. 18 миллионов рублей и 2 квартиры в Подмосковье, 35 и 40 квадратов. Все мне от крестной. 18 миллионов. Мне казалось, что я ослышалась. Я, которая всю жизнь считала, хватит ли до получки. Я, которая никогда не держала в руках больше 30 тысяч сразу. 18 миллионов и 2 квартиры. В тот же день я рассказала Олегу. Глупая. Радовалась, как ребенок, и думала: мы вздохнем. Наконец-то отдохнем. Купим себе что-то хорошее. Может, я смогу пораньше уйти на пенсию? Олег, представляешь? Начала я тогда вечером, когда он смотрел телевизор. Крестная, она все оставила мне. 18 миллионов и 2 квартиры. Олег медленно выключил телевизор, повернулся ко мне так, словно увидел впервые. «Сколько?» — переспросил он. 18 миллионов и 2 квартиры. Он молчал несколько секунд, потом вдруг поднялся, подошел ко мне вплотную, и я впервые увидела в его глазах не раздражение, а голод, настоящий, животный. «Тамара», — прошипел он, — «ты понимаешь, что это за деньги?» «Понимаю», — тихо ответила я. «Это шанс, наш шанс. Поняла?» Слово «наш» прозвучало так, будто меня внутри перекосило. Через час он уже звонил матери. Я слышала его голос из кухни. «Мам, прикинь, Марья Федоровна ей 18 миллионов оставила и 2 хаты. Да, нет, все на нее». Потом тише, но я тоже услышала. «Да, надо подумать, как оформить». Я тогда списала все на фантазию. Ну, обсуждают, наверное, волнуются, думала я. Еще не знала, что именно в этот момент меня делили по частям, как добычу. Вечером тот самый штурм, который был в Хуке. Олег ворвался на кухню, свекровь за ним. Сергей чуть позже приполз. Крики, жадина, эгоистка, угрозы выгнать на улицу. Я молчала. Стояла у плиты, держась за край стола, чтобы не упасть. В
В какой-то момент свекровь почти ткнула мне пальцем в лицо. «Запомни, Тамара, эти деньги семья Олега заработала. Мой муж работал, мой сын работал. А ты кто? Никто. Приживалка. Так что половину мне, остальное в семью». В семью это значит Сереже на водку, Олегу на новую машину, ей на квартиру, а мне ничего. Внутри поднялась волна протеста. Но вслух я только сказала: «Мне нужно время подумать». «Думать она будет!» — заорала свекровь. «Дура!» Олег ударил кулаком по столу. «Завтра пойдем к нотариусу. Все оформим. Поняла?» Я кивнула. Но внутри меня уже зарождалось сомнение. А так ли это? Обязана ли я отдавать? Ночью я не спала. Лежала на диване в маленькой комнате, которая называлась гостевой, хотя гостей у нас не было. Слушала, как Олег сопит в своей спальне. В голове крутились слова крестной: «Не дай себя обобрать». На следующий день я пришла с работы чуть раньше обычного. Олега дома не было. Его телефон лежал на кухне, подключенный к зарядке. Я никогда не лезла в его телефон, но тут экран вспыхнул, и я невольно увидела сообщение от Валентины Степановны. «Олег, когда оформишь квартиру на себя, сразу к адвокату. Разведешься — квартира твоя». У меня буквально заледенели руки. «Оформишь квартиру на себя. Разведешься — квартира твоя». То есть план такой: заставить меня купить на наследство квартиру на мужа, а потом развод. Я на улице, он с квартирой, мама с деньгами, Сергей с бутылкой. Я стояла и смотрела на эти строчки, как на приговор. Первая мысль была: может, это шутка? Вторая: сделай скриншот. Руки дрожали так, что я едва попала по кнопкам, но все-таки сделала. Телефон положила обратно. Села на табуретку и заплакала. Я плакала тихо, закрыв лицо руками, чтобы никто не услышал. В этот момент я чувствовала себя старой, ненужной, глупой женщиной, которую собираются выкинуть, как отслужившую тряпку. Потом вспомнила крестную, ее голос: «Обещай, что не дашь себя обобрать». Я вытерла слезы и впервые за долгое время подумала: нет, так не будет. На следующий день Олег позвал меня на разговор. «Вечером зайдет мама, Сережа тоже», — сказал он. «Обсудим, как деньги делить, и хватит тянуть». Я кивнула. Когда он ушел, я достала свой телефон. Вспомнила, как девчонки на работе показывали мне, как включать диктофон. «Зачем мне это?» — тогда смеялась я. Теперь знала, зачем. Я положила свой телефон на шкафчик в кухне, включила запись и ушла в комнату, оставив дверь чуть приоткрытой. Официально стирать белье, на деле слушать. Они пришли втроем: Олег, свекровь, Сергей. Сели на кухне. Я слышала каждое слово. «Надо оформить на меня», — говорил Олег. «Тогда при разводе все мое. Она ни с чем останется». «Правильно, сынок», — громко отвечала Валентина. «Ты у меня умный. Женщины приходят и уходят, а квартира остается. Она же дура. Подпишет, испугается». Сергей хмыкал. «А мне сколько будет?» «Тебе, Сережа, 1,5 миллиончика на лечение», — ласково отвечала мать. Я стояла в комнате, сжимая простыню в руках, и чувствовала, как у меня подкашиваются ноги. Вот как. Вот что я для них. Дура, которая испугается. Когда они ушли, я забрала телефон, переслушала запись. Каждый звук, каждое слово. И в какой-то момент вместо слез во мне поднялся гнев. Чистый, холодный. «Нет», — сказала я вслух. «Нет». На следующий день в обеденный перерыв я пошла к юристу. Обычный небольшой офис на 3-м этаже, облезлая вывеска, юридические услуги. За столом сидела женщина лет 55 в строгом костюме. «Садитесь», — сказала она, — «рассказывайте». Я рассказала все.
Про крестную, про наследство, про СМС, про запись, про крики жадина и угрозы выгнать, про план оформить квартиру на мужа. Она молча слушала, иногда только кивая. Потом спросила: «Договоры на наследство видели? Завещание?» «Нотариус зачитывал, копии мне еще не отдали», — ответила я. «Сказали прийти через неделю». «Хорошо, смотрите». Она повернула ко мне монитор и что-то быстро набрала. В России наследство, полученное одним из супругов, является его личной собственностью. Это статья 36 Семейного кодекса. Наследство и подарки – это не совместно нажитое имущество. Даже при разводе не делится. Я поморгала. То есть эти 18 миллионов и квартиры – это мое? Не наше? Ваше, четко сказала она. Исключительно ваше. Муж не имеет права требовать раздела. Он не наследник вашей крестной. У меня закружилась голова. Но он кричит. Он говорит, что семья, что я эгоистка, что обязанность делиться. Юрист вздохнула. Манипуляция. Классика жанра. Женщина должна, обязана, иначе ты плохая жена, плохая мать. С юридической точки зрения – 0. Ни один суд не обяжет вас делиться наследством, если вы сами не захотите. Она помолчала и добавила. Вы говорили о крестной. Возможно, у нее был еще и договор дарения? Некоторые пожилые люди оформляют так вклад или часть имущества, чтобы защитить вас от посягательств. Посмотрите у нотариуса. Иногда туда добавляют условия, вроде «при разводе не делится». Я вздрогнула, потому что вспомнила, нотариус вскользь упоминал какой-то договор при жизни. «И что мне делать?» – спросила я тихо. «Они давят. Муж угрожает выгнать». «Во-первых, — она наклонилась вперед, — никогда не оформляйте квартиры на мужа. Ни одну. Поняли?» Я кивнула. «Во-вторых, откройте вклад на свое имя в другом банке. Все деньги туда. В-третьих, как только получите документы на квартиры, можете их продать, если хотите. Главное, все оформляйте только на себя. И да», она посмотрела на меня внимательно, «сохраните СМС и запись. Это доказательство. Если муж пойдет в суд или начнет угрожать, вы всегда сможете показать, что он пытался вас обмануть и шантажировать». Я вышла из офиса с трясущимися руками, но внутри уже было не только страшно. Появилась тонкая, как ниточка, надежда. Следующие дни я жила как по невидимому плану, только этот план уже был не их, а мой. День, когда я узнала о наследстве, уже позади. Я рассказала мужу, не зная о его плане. Потом увидела СМС, сделала скриншот. Я переслушивала запись разговора Олега с матерью по вечерам. Иногда плакала, но все равно слушала, чтобы до конца понять, это не случайность, не шутка. Они действительно собираются меня выбросить. После встречи с юристом я пришла домой с твердым решением. Вечером Олег снова начал разговор про нашу квартиру. «Надо быстрее решать, Тамара, цены растут. Купим двушку побольше, поближе к маме. Оформим на меня, конечно, чтоб проще было». Я посмотрела на него другим взглядом. Не как женщина на мужа, как человек на хищника. «Посмотрим», — только сказала я. Ночью я достала из его куртки визитку адвоката. В кармане лежала карточка. Фамилия, имя, телефон. Муж уже консультировался. Он готовился к разводу. Я положила визитку в свою папку с документами. Как только нотариус выдал мне документы, я открыла вклад в другом банке. Все на свое имя. Работник банка вежливо улыбался. 18 миллионов, да? Хороший вклад. Проценты будут приличные. Я подписывала бумаги и думала. Это первый раз в жизни, когда деньги мои. Ни Олегу, ни семье. Мои. Через пару дней я выставила обе квартиры крестной на продажу. Чуть ниже рынка. Мне нужно было время и безопасность, а не максимальная выгода. Покупатели нашлись быстро.
Когда сделки прошли, все деньги ушли на тот же вклад. Я чувствовала себя как партизанка. Внешне та же тихая медсестра, внутри четкий план. В один из дней я после работы зашла в ЗАГС и написала заявление на развод. Руки дрожали, когда выводила. Тамара Ивановна, Олег Петрович. Но в какой-то момент дрожь исчезла. Осталась только усталость и ясность. Он уже все решил за меня, думала я. Я просто обогнала его на один шаг. Вечером Олег пришел домой удивительно веселый. Купил торт, колбасу, даже конфеты. «Танюш», — сказал он неожиданно мягко, — «ну что, моя богатая жена, надо нам съездить к нотариусу, оформить все по-людски. Купим квартиру побольше, будем жить как люди. Я уже с адвокатом все обсудил». Меня передернуло от слова «адвокат». «С каким адвокатом?» — спокойно спросила я. Он замялся. «Да так, знакомый, просто консультировался, как лучше оформить, чтобы без проблем было». Я молчала. Потом медленно вытерла руки полотенцем, пошла в комнату, достала папку. Вернулась на кухню, села напротив него, положила папку на стол. Внутри все дрожало, но снаружи я была спокойна. Как перед сложным уколом, рука твердая, даже если пациент орет. «Олег», — сказала я тихо, — «давай и правда по-людски». Он улыбнулся. «Вот видишь, я же говорил, ты умная женщина». Я молча достала телефон, положила на стол экраном вверх. На нем скриншот той самой СМС от его матери. Тишина. Он сначала не понял, наклонился, прочитал. Лицо побледнело. «Тамара, это не то, что ты думаешь», — начал он. Я не ответила. Нажала несколько кнопок. Комната наполнилась их голосами. «Оформим на меня», «разведешься», «она слабая, сломается», «она дура, даст денег». Олег сел, как будто из него выпустили воздух. Я остановила запись, посмотрела на него. «Дура, да? Сломаюсь?» Он молчал, глядя в стол. Я достала следующее — копию договора дарения от крестной. Там отдельным пунктом было прописано: квартира передается одаряемой в ее единоличную собственность. В соответствии со статьей 36 Семейного кодекса РФ, данная квартира является личным имуществом одаряемой и не подлежит разделу с супругом как в период брака, так и в случае его расторжения. «Видишь?» — я слегка постучала пальцем по бумаге. Крестная тоже знала, на что вы способны. Я положила рядом визитку его адвоката. «И это я видела. Ты консультировался уже, да? Как меня выкинуть так, чтобы все тебе досталось?» Он поднял глаза. В них не было ни злости, ни уверенности, только паника. «Тамара, Это мама. Она сказала, что так надо. Я же для нас, понимаешь? Для семьи. Ты все неправильно поняла». Я устало вздохнула. «Для семьи? Для себя и для своей мамочки. А я кто? Жадина, эгоистка, дура, да?» Он открыл рот, но я подняла руку. «Не надо. Слушай теперь ты». Я почувствовала, как где-то глубоко внутри будто щелкнул переключатель. Слабая, зажатая женщина внутри встала и ушла. Осталась другая я. Деньги мои. Наследство мое. По закону. Статья 36 Семейного кодекса. Я проверила, сказала я ровно. Квартиры крестной я уже продала. Все деньги лежат на моем счете. Только на моем. Он дернулся. «Как продала? Ты что, совсем с ума сошла?» Я продолжила, не повышая голоса. Сегодня я подала на развод. В комнате стало так тихо, что было слышно, как тикают старые часы на стене. Олег прошептал: «Ты что?» «Я подала на развод», — повторила я. «И знаешь, сколько ты получишь?» Я наклонилась вперед. 0. Он сглотнул. «Ты не имеешь права», — попытался он. «Мы же семья. Я имею право на половину. Мой адвокат сказал».
«Твой адвокат может сказать, что он Наполеон», — ответила я. «Но закон другой. Наследство и подарки — личная собственность. К тому же...» Я снова коснулась договора дарения. «Здесь прямо написано, что при разводе деньги не делятся. Крестная о тебе уже подумала, еще до смерти». Он закрыл лицо руками. «Тамара, пожалуйста, давай без этого. Я все исправлю. Мама просто...» Я вдруг почувствовала не злость даже, а пустоту. Как будто я на него больше не обижаюсь, просто вижу перед собой чужого человека. «Съезжай, Олег», — сказала я тихо. «Сегодня. Чем скорее, тем лучше». Он поднял голову. «Куда я пойду?» «К маме. В ее старую однушку. Туда, куда вы хотели меня в итоге отправить. Считая, судьба справедливо поменяла нас местами». Он сидел молча, потом медленно встал и пошел в комнату собирать вещи. Я не плакала. Я стояла на кухне, держась за спинку стула, и думала: неужели это я? Неужели это я сказала все это вслух? Прошло полгода. Олег живет у матери, в их старой однушке. Сергей все так же болеет и просит деньги, которых теперь нет. Свекровь, говорят, ругает сына. «Ты идиот, все испортил. Мог бы жить как человек, в новой квартире, а теперь что?» Со мной они не общаются. Ни звонка, ни сообщения. Тишина. И знаешь, мне легче от этой тишины, чем от их вечного крика. Я купила себе однушку в новом районе за 4 миллиона. Небольшую, но светлую, с балконом. Остальные деньги лежат на вкладе. 8 миллионов – моя подушка безопасности. Я все еще работаю в поликлинике, но теперь это мой выбор, а не наказание. Недавно написала заявление на досрочную пенсию. Мне 58, и я впервые в жизни думаю не о том, кому я что должна, а о том, чего хочу я. Я поехала в санаторий первый раз в жизни. Там, в холле, познакомилась с мужчиной. Виктор Ильич, 64 года, вдовец. Мы разговаривали о книгах, о фильмах, о детях. Он не спрашивал, сколько ты получаешь и кому завещаешь квартиру. Он спросил только: «Вам с нами хорошо?» И я вдруг поняла, насколько это непривычный вопрос. Иногда я сижу на своем балконе с чашкой чая, смотрю на закат и думаю о крестной. «Спасибо, Мария Федоровна», — шепчу я. «Ты не только оставила мне деньги, ты оставила мне еще кое-что. Смелость сказать «нет». Право быть не жадиной и эгоисткой, а человеком, который защищает свое. И если сейчас меня спрашивают: «Тамара Ивановна, а вы правда не поделились с родственниками мужа?» Я улыбаюсь и отвечаю: родственники мужа – это не моя семья. Семья – это те, кто тебя любит, а не те, кто хочет забрать твои деньги. И добавляю, уже мысленно, обращаясь к женщинам моего возраста: если вам оставили наследство, это ваше. Вы не обязаны делиться с чужими людьми только потому, что вас пытаются пристыдить и назвать жадной. Защищайте свое. Никогда не поздно перестать быть жертвой.